и полезных автотоваров, которые можно найти на просторах AliExpress. И начнем с новинки зимних накидок, которые я заказал под этот сезон. Это меховые накидки из искусственного меха кролика. У меня было достаточно много различных накидок, включая меховых, но распаковав и пощупав, был приятно удивлен. Мех хоть и искусственный, но на ощупь очень приятный и качественный. Он абсолютно не лезет, даже если сильно тянуть. В подарок к накидкам продавец положил симпатичную меховую игрушку. Крепления, как всегда у короны мех, отличные. Плотные, широкие резинки и хорошая фурнитура. С обратной стороны используется материал, похожий на замшу, чтобы накидки не скользили по сиденью и не сползали. Это идеальный вариант для зимы, особенно когда в машине кожаный салон. Также с такими накидками намного комфортнее в длительных поездках. Они обволакивают, как будто сидишь в любимом домашнем кресле. Минус, конечно, в том, что белый цвет будет пачкаться. Тем не менее, выглядят очень классно. Но это мой осознанный выбор, и у продавца есть много расцветок на любой вкус, которые гораздо практичнее. Кстати, такие накидки могут стать отличным подарком для автомобилиста. Недорогие солнцезащитные очки. Я не особо люблю использовать очки с желтыми линзами за рулем, поэтому выбираю обычные поляризационные. Поляризацию можно проверить с помощью специального тестера, который идет в комплекте. Кстати, несмотря на низкую стоимость, у них достаточно богатый комплект. Жесткий чехол, мешочек для переноски, специальная салфетка для протирки и даже маленькая отвертка на всякий случай. Стильно выглядят и подходят буквально всем, так как дизайн успешно скопирован у известного бренда. Далее у нас недавно появившаяся 45-ваттная зарядка от Baseus. Ее особенность и главное достоинство — это поддержка большого количества стандартов быстрой зарядки. Это мощная и универсальная 6-амперная зарядка, которая максимально быстро подзарядит любой смартфон. Плюс ко всему, этот производитель делает достаточно качественные гаджеты за вменяемую стоимость. На выбор есть модель с двумя USB разъемами, а также с разъемом USB-C. Недорогой кипятильник в машину. Такой кипятильник, работающий от прикуривателя, пригодится в долгих поездках и может без проблем вскипятить воду для кофе, чая или чтобы заварить доширак. Только есть одно но. Вскипятить воду он сможет только при заведенном двигателе. При работе от аккумулятора мощности недостаточно. Но возможно это и к лучшему. Есть модификация как на 12, так и на 24 вольта. Симпатичный держатель для салфеток. Может крепиться на солнцезащитный козырек, на боковые ниши или в любое другое подходящее для вас место. Под такой держатель отлично подходят любые сухие салфетки из ближайшего супермаркета. Есть различные цвета на выбор. Из недостатков это то, что он может закрывать зеркало, если крепить его на козырек. Все зависит от расположения зеркала и самой формы козырька, но обратить на это внимание стоит. Интересная новинка, которая совмещает в себе тестер аккумулятора, зарядное устройство и восстановление аккумуляторной батареи. Предназначена только для работы с 12-вольтовыми аккумуляторами. Такое универсальное устройство идеально подойдет для бытового использования. Есть удобное, интуитивно понятное русскоязычное меню. Устройство позволяет протестировать аккумулятор и показывает базовые показатели состояния батареи. С его помощью также можно зарядить аккумулятор и даже восстановить с помощью специального режима десульфатации аккумулятора. Пользуется большой популярностью на AliExpress благодаря универсальности, хорошему функционалу и адекватной стоимости. Скребок для стекол. С помощью такого скребка легко убираются наклейки, остатки клея и тонировки. Ручка прорезинена и не скользит в руках. Скребок двухсторонний с защитным колпачком на каждом лезвии. Пригодится не только для автомобиля, но и в быту. И еще один вариант многофункционального подстаканника. С его помощью можно с одного подстаканника сделать 3. Имеет форму стакана со сдвигающейся верхней частью, но также его можно разделить на 2 части и закрепить на воздуховод. Помимо подстаканника есть и крепление для смартфона, а сам стакан из нержавеющей стали и сделан как термос с толстыми стенками. Амортизирующие подкладки на двери. По заявлениям китайца, эти силиконовые наклейки помогают снизить шум при закрывании дверей, капота или багажника. Очень популярные на AliExpress. Более 1000 заказов. Но в большинстве случаев от них нет абсолютно никакого толка. И несмотря на копеечную стоимость, покупать их все же не рекомендую. Двусторонняя губка для очистки кузова, стекол и дисков от сложных загрязнений. Такая губка поможет избавиться от мошки, продуктов жизнедеятельности, птичек и битума. Эта губка является альтернативой использованию традиционной синей глины. Ее можно использовать много раз, достаточно после каждого применения просто хорошо промыть в обычной воде. Классный набор адаптеров для насоса. Включает 14 переходников на все случаи жизни. Для велосипеда, матраса, мяча или лодки. В набор также входит 12 запасных уплотнительных резинок. Хороший и очень популярный набор. Почти 1000 заказов на AliExpress. Светодиодный дисплей на заднее стекло. Крепится на присоску, а управляется с помощью смартфона. Размер дисплея 13 на 13 см. Работает как с Android телефонами, так и с яблочными устройствами. В приложении есть большой выбор не только картинок, но и анимаций. Также можно создать свои собственные анимации и картинки в простом редакторе. Набор инструментов для вытягивания вмятин на кузове автомобиля. Это вспомогательный инструмент, с помощью которого можно удалить небольшие вмятины на кузове автомобиля без разборки узлов и без повреждения лакокрасочного покрытия. Грибки клеятся с помощью клеевого пистолета на вмятину, а затем вытягиваются мини-лифтером или обратным молотком. Каждый грибок-пистон вытягивает вмятину по-разному, поэтому нужно правильно их подбирать. И не стоит ожидать полного удаления вмятины. Окончательная доводка вмятины осуществляется с помощью других инструментов.
Универсальные дефляторы для любителей бездорожья. Это специальное устройство, которое используется для быстрого снижения давления в шинах до желаемого уровня. Данные дефляторы автоматически спускают шины до заданного давления. Не нужно каждый раз перед бездорожьем самому спускать шины. Достаточно просто накрутить дефляторы и продолжить движение. Через некоторое время в колесах будет заданное давление. Универсальный пульт для ворот и шлагбаумов. Данная модель брелка предназначена для создания дубликатов, копий брелков от ворот и шлагбаумов, автоматика которых работает на статическом типе кодирования сигнала и частоте 433 МГц. Он позволяет на каждую кнопку пульта записать сигналы с разных брелоков от ворот или шлагбаумов. Дешево стоит и имеет компактный размер и много цветов на выбор. Забавный держатель салфеток. По сути, это небольшие плюшевые игрушки с креплением на подголовник. Внутрь вкладываются любые подходящие по размеру салфетки. Идеально подойдет, если есть маленькие дети. Удобно использовать, и при этом такой держатель будет радовать взор детей на заднем сиденье. Очень яркая 12-вольтовая лампа в машину. Имеет 36 встроенных светодиодов и крепится с помощью саморезов либо двустороннего скотча. На самой лампе находится небольшой переключатель с 3 режимами: включение-выключение и срабатывание при открывании двери. Достаточно большая и действительно яркая лампа. Следующая вещь, скорее всего, пригодится владельцам отечественного автопрома. Оторванные ручки стеклоподъемника на них встречаются очень часто. Данные же ручки сделаны из сплава алюминия, и сломать их будет гораздо сложнее, чем пластиковые. Да, и выглядят они очень даже не дурно. Ручки универсальные и подходят под большинство автомобилей. Комбинированный набор для ремонта резьбы. Такой набор предназначен для ремонта поврежденной резьбы. Широко используется для ремонта двигателей и других работ в автомобиле. Сначала высверливается поврежденная резьба, затем с помощью насадок нарезается ремонтная резьба и устанавливается резьбовая вставка. Держится не хуже родной. Приходит набор в прочном металлическом кейсе. Мощный прожектор на 50 Вт, работающий от прикуривателя. Особенностью данного прожектора является то, что он может вращаться на 360 градусов по горизонтали и 120 градусов по вертикали с помощью дистанционного пульта управления. Корпус удара прочный и водонепроницаемый. Область применения огромная. Это внедорожники, строительная техника и даже лодки. Набор самых популярных форм для легкого извлечения пинов, контактов из разъемов при работе с электроникой автомобиля. Этот комплект представляет собой универсальный инструмент для большинства соединительных клемм и может использоваться в большинстве автомобилей, мотоциклов и других электронных устройств, таких как бытовая техника. Они легко снимают клеммные провода с разъема жгута и добавляют новые провода без каких-либо повреждений. Более 4000 заказов только у одного продавца. Большая сетка-карман в багажнике. Такая сетка позволяет навести порядок в багажнике, и все необходимые принадлежности будут аккуратно закреплены в ней. Данная сетка хорошо держит вещи благодаря широкой липучке и в меру тугой резинке. Более 2500 заказов. Еще одна интересная зарядка от Baseus, которая позволяет вынести разъемы в удобное для вас место. С его помощью можно вывести разъемы для зарядки, например, на задний ряд сидений, так как длина кабеля это позволяет. Еще один плюс — это то, что остается возможность пользоваться зарядкой и на передних сиденьях, так как есть дополнительный USB и USB-C разъем, в части которой вставляется прикуриватель. Общая мощность данной зарядки 140 Вт, поэтому ее хватит для любых гаджетов даже с запасом. Еще одна особенность — это то, что она универсальная и может работать как от 12, так и от 24 вольт. Классные щетки для очистки мелких деталей салона от пыли и грязи. Очень классная вещь. У меня есть похожие, и я очень ими доволен. Особенно удобно чистить решетки обдува салона. В данный набор входят две щетки 16 и 24 см с мягким тонким ворсом. Они гораздо упрощают уборку салона и экономят время. Универсальная алюминиевая накладка под пятку. Самое уязвимое место на коврике находится под педалями, где упирается пятка. И далеко не во всех ковриках это место усиливают, что и приводит к протиранию и образованию дырок. Причем это встречается как в тканевых, так и даже в резиновых ковриках. Такая накладка позволяет защитить это место, либо же скрыть уже протертую дырку. Недорого стоит и отлично выполняет свою функцию. Очень интересная новинка на AliExpress. Все уже знают, что прокол можно устранить ремонтным жгутом. Но китайцы пошли дальше и придумали небольшие саморезы, покрытые силиконом, которые вкручиваются вместо прокола. Я такими еще не пользовался, но уже заказал, так как стало очень интересно. Тем более, что цена на них копеечная. Как вы думаете, будет от них хоть какой-то толк? И напишите в комментариях, если вы уже пользовались такими. Думаю, всем будет интересно почитать. Самоклеющаяся застежка-липучка. Это обычная велкро-липучка, но с клейкой лентой с обеих сторон. С ее помощью можно закрепить коврики, если они сползают. Также накидки или чехлы для сидений. Очень полезная вещь, не только для авто, но может пригодиться и в быту. Тем более, что в наших магазинах я таких не встречал. Продаются комплектом из 10 штук и дешево стоят. Интересный автомобильный светильник. Работает от встроенного аккумулятора, который можно заряжать через USB разъем. Крепится с помощью магнитов на специальную пластину. В комплекте идет небольшой пульт. Можно настраивать яркость и цвет, а также выбирать различные режимы свечения. Также есть режим, при котором лампа мигает в такт музыки. В Китае можно найти не только мелкие безделушки, но и, например, доводчики для дверей. Причем доводчики можно найти для многих марок авто. Продавец также присылает видеоинструкции по установке. В большинстве случаев